Всем привет! Сегодня я хочу показать, как в Unreal Engine и Blender изменить внешность своего MetaHuman без плагинов. Итак, начнем. В первую очередь надо будет в Unreal Engine вставить своего персонажа через Quixel Bridge, который вы хотите изменить. Переходим в Edit Blueprint. И здесь я советую брать персонажа в тапочках, если вы собираетесь менять обувь. И нужно удалить обувь, Compile и сохранить. Теперь у нас персонаж босоногий. Немного притормаживает мой компьютер. Закроем это окно. Следующее, что нам надо сделать, это экспортировать тело и голову персонажа последовательно. Находим меж тела, экспорт и экспортируем в определенную папку, которую вам удобно поместить ваши файлы. Называем понятным названием и экспортируем без Vertex Color и без детализации. Я еще хочу сказать, что я экспортирую на самой высокой детализации LOD 0. То же самое проделаем с головой. Находим меж головы, экспорт, называем файл и экспортируем с этими настройками. Единственный плагин, который нам понадобится, это FBX Converter. Он нам нужен для того, чтобы в Blender перенеслись наши Morph Targets из Unreal Engine. Иначе без этого они не перенесутся. Просто нужно выбрать экспортированную голову и тело и нажать Convert. Далее переходим в Blender и импортируем наши конвертированные файлы. Они будут находиться в той же папке, куда вы экспортировали файлы FBX, только там будет дополнительная папочка FBX 2013. Нужно будет их импортировать оттуда. Сначала берем тело, просто берем и импортируем в Blender. И затем импортируем голову. Давайте скроем кости. Я хочу создать дубликат головы и тела, поэтому я создаю новую коллекцию и дублирую туда эти два меша. Если вам нужно, это вы тоже можете проделать то же самое. Давайте приступим к изменению меша головы. Нам нужно в ShapeCase добавить новый ключ, назвать его. И это название ключа очень важно, оно нам понадобится. И в value ставим 1.
Обязательно это нужно проделать перед тем, как начать скульптить. Так, проверяем нашу сетку. Я просто убеждаюсь, что это сетка высокой детализации LOD 0. Затем переходим в режим скульптинга, включаем симметрию и делаем с головой нашего персонажа все, что нам нужно. Я, например, хочу сделать такие вот ушки. Немного подправлю нос. Сделаю более выраженными скулы. Вообще, по идее, можно много чего сделать. Просто главное, чтобы очень сильно не деформировался меж. И я делала урок по морфингу головы человеческой в морфинг голову быка. Там происходит, конечно, очень сильные деформации, и это не всегда корректно работает после помещения в Unreal Engine. Если есть какие-то не очень сильно значительные изменения, то их можно делать вот таким вот методом. Так, переходим к телу. Добавляем два ключа. Один Basis, он будет по умолчанию, и второй ключ мы называем, опять же, название, которое нам понадобится, value на 1. И после этого мы можем в режиме редактирования меша нам нужно будет выбрать вертексы, которые не соединены, и через объединение by distance нужно будет их объединить. И убеждаемся, что они все склеились. После этого можно скульптить. Вот этот район, вот эта часть, где идет стык тела с головой, эту часть нужно не трогать. Это шов между головой и телом должен оставаться неразрывным. Там не должно быть разрывов, иначе в Unreal Engine это будет очень плохо выглядеть. И здесь я немножко подправляю фигуру. Вообще таким образом можно сделать стилизованных персонажей, то есть каких-нибудь мультяшных на основе тела и головы MetaHuman. Можно делать стилизованных персонажей, например, в стиле аниме. Но вот здесь вот я пытаюсь поправить плечи, и поэтому задеваю шов, поэтому мне нужно будет край этого шва замаскировать. Берем лассо, маскируем, чуть-чуть размазываем, и после этого только можем немножко отскульптить эти места, добавить немного объемов. Здесь мы объемов убавим. У меня здесь незначительные изменения фигуры. И насколько фигура изменилась, можно
увидеть, просто изменяя значение value на вашем созданном ключе от 0 до 1. И в этом случае вы можете увидеть, какие изменения у вас происходят. Inflate со знаком минус. Я чуть-чуть убираю объем в этом месте. Со знаком плюс объемы можно добавлять. Итак, давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось. Проверяем шов. Шов на месте, стык двух швов на месте. Вот так вот можно от 0 до 1 менять и увидеть наши изменения. Все эти изменения будут у нас переходить в Unreal Engine. Хочу чуть-чуть здесь поправить. Вообще я стараюсь не трогать глаза, потому что там внутри очень много скрытых мешей, которые, если деформировать, то при анимации в Unreal Engine они могут себя повести не очень корректно. И это придется дополнительно настраивать. Для анимации лица и мимики персонажа нужно будет настраивать эти поведение этих мешей при моргании, например. Поэтому я стараюсь не сильно менять район глаз. Сохраняем наш проект в блендере. Он нам понадобится, может быть, мы добавим еще больше каких-то изменений внешности, поэтому сохраняемся обязательно. И теперь давайте экспортировать тело. Здесь очень важно экспортировать меж вместе с костями, который называется root, без суффиксов. Поэтому давайте сначала экспортируем тело в формате FBX со следующими настройками. Нам нужно выбрать Selected Objects. Так, сначала назовем. Selected Objects. Здесь выбираем Armature и Mesh. В Geometry Smoothing Face. В разделе Armature убираем Leaf Bones. Вот с такими настройками экспортируем. И то же самое проделываем с головой. Так, убедились, что у нас появился файл, который мы только что экспортировали. Тело с морфингом. Далее нам нужно будет переименовать root для головы кости. Там обязательно должно быть просто root, без суффиксов. После этого можно экспортировать. Также убедитесь, что у вас shape key стоит 1. Так, с теми же настройками Selected Object,
Armature Mesh. Экспортируем. Переходим в Unreal Engine. Здесь находим mesh тело, открываем его. Во вкладке Asset Details находим Morph, Import Morph. Включаем эту галочку. И также находим Source File. Там нужно будет выбрать только что экспортированное тело. Сохраняем. Нажимаем Re-Import with New File и снова выбираем наш файл тела из Blender. Ждем, пока идет Re-Import. Так. Находим голову, меж головы. Точно так же находим. Двойным щелчком открываем. Находим в списке команд Import Morph. Галочка стоит здесь уже. Так. Находим Source File. Сюда на 3 точки и выбираем экспортированный из блендера меж головы. Заново Re-Import with New File. Выбираем нашу голову и ждем, пока произойдет Re-Import. С головой будет немного долго. Затем, не пугайтесь, здесь нужно будет перенастроить материалы. Просто нужно выбрать в правой колонке выбрать название материалов, которые указаны в левой колонке. Таким образом, мы должны просто назначить материалы. Вот эти голубые можно не трогать, они автоматически уже назначились. Переназначаем те, которые выделены желтым. Так, дальше. В конце нажимаем Done. Так происходит. Далее идет назначение материалов. И так, здесь у меня нет головы. Просто так получилось, что я неправильно экспортировала голову из Blender. Нужно будет вернуться в Blender и повернуть голову. Так, берем все объекты, которые в разделе головы, поворачиваем на 90 градусов по оси X и заново экспортируем под тем же названием, с теми же настройками, которые мы делали в первый раз. И здесь, конечно, придется произвести в Unreal Engine Re-Import головы. Так, возвращаемся к мешу головы. И вот здесь мы видим, что она повернута. Вот. Проделываем то же самое в Asset Details. Ищем Import Morph Target включено. Source файл у нас тот же. И Re-Import with New File. Указываем наш файл. Открыть.
И все. Здесь переназначение материалов уже не нужно. Вот наша голова встала на место. А здесь сейчас не видно моих изменений, которые в блендере мы проделали. Для этого нужно будет настроить в Blueprint. Заходим в Events Graph и проделываем некоторые манипуляции. Нам нужно добавить ноду SetMorph. Начнем с Body. Так, помещаем. Здесь вот важно скопировать или запомнить точное название нашего Shape Key, который мы делали для скульптинга. И нужно его сюда вставить. Value ставим 1. Правой кнопкой на пустом месте и ищем Custom Event. Add Custom Event нажимаем. И называем его точно так же, как наш key Body Morph. И надо будет соединить теперь эти две ноды. Так, не получается. Сейчас еще раз. Вот так. Так, у меня немного подтормаживает компьютер иногда. Так, давайте добавим SetMorph Face теперь. Это теперь у нас для головы. Это все мы делаем для того, чтобы во вьюпорте наши меши выглядели как в нашем блендере. То есть уже измененные морфы. Так, скопируем имя Shape Key, вставляем сюда. Value 1. Точно так же добавляем Add Custom Event. Называем его под тем же именем. Force Morph, по-моему, я назвала. И тоже соединяем эти две ноды. Так. Вот таким образом. Далее, давайте на всякий случай Compile, чтобы сохранить изменения. Идем вот в это окошко, в самый конец. Добавляем наш Body Morph. Вот он появляется, когда мы в строке поиска начинаем вводить Body. Он появляется. Далее добавляем Face Morph. Так. Compile. И Save. Закрываем это окно. Так, оно не хочет закрываться сразу. Идет сохранить. Так, чуть-чуть приблизим. И при приближении мы увидим вот такое вот безобразие. Это наши все волосы, все места, где волосы у нас, волосы, брови, ресницы, пушок на лице, они все перепутались, надо будет их переназначить. Заходим в Edit Blueprint, находим Hair, далее находим наши волосы, и надо будет их настроить, то есть сделать связку с нашей новой головой. Находим нашу голову и нажимаем Create. Таким образом мы создаем связку волос с головой. Так. Это окно надо будет сохранить и закрыть. Но я почему-то закрыла
окошко Edit Blueprint. Так. Так, переходим заново в Edit Blueprint. Так, как видим. Вот у нас появился файл связки головы и волос. Сейчас у нас волосы встали на место. Дальше теперь нам нужно с бровями то же самое проделать. Находим объект брови, создаем связку, выбираем меж головы, сохраняем и закрываем это окошко. И так, находим эту связку бровей с головой. Это вот такой файл, на котором изображен человечек и плюс иконка волос. Так, сейчас они должны встать на место. Так, это происходит медленно, надо набраться терпения. Дальше. Так, это у нас ресницы. То же самое. Находим меж ресниц. Правой кнопкой Create Binding. Находим меж головы. Создаем. Сохраняем. Закрываем. Так, теперь нужно теперь найти связку ресниц. Сюда переназначить. Так, все, они встали на место. И последнее нам осталось. У женского персонажа нету бороды и усов, поэтому объекты меши, они будут пустыми, естественно. Вот. Так, заходим во вкладку пушок на лице, который отвечает, забыла название. Находим опять же объект, Create Binding, выбираем меж головы, создать. И опять же эту связку назначаем. Так, все, мы закончили настройку головы. Нажимаем Compile обязательно после всех этих изменений. Сохраняем. И можно выйти из этого режима. Так, если сейчас я на минуточку удалю волосы. И здесь видно, что наш меж головы уже тот, который в блендере мы меняли, уже применился здесь. Так, возьмем волосы наши. Вообще, чуть-чуть попозже мы будем эти волосы менять, потому что я хотела бы все-таки, чтобы уши были, наши красивые эльфийские уши, чтобы были видны. Вот сейчас мы берем персонажа, клона. Я создала клона моего персонажа, которого я кастомизировала, только с другой прической, на которой уши открыты.
И я ее добавляю через Quixel Bridge в этот же проект. И сейчас мы просто возьмем у этого персонажа волосы и назначим их нашему персонажу. Итак, помещаем нашего второго метахумана во Viewer, в сцену. Кстати, мы можем увидеть изменения, которые мы делали в блендере, только при очень сильном приближении, потому что в Unreal Engine нам показываются разные уровни детализации в зависимости от приближенности персонажа. Поэтому нам нужно будет перейти в настройки LOD Link и там назначить LOD Load, Forced Load 0. Чтобы Unreal Engine показывал нам только самый высокий уровень детализации. Давайте проделаем то же самое со вторым персонажем. Здесь я покажу подробнее. LOD 7, Forced LOD выбираем 0, Compile и сохранить. Вы можете то же самое сделать в зависимости от того, в каком уровне детализации вам нужно работать. Это может быть нулевой, первый уровень. Для каких-то высококачественных рендеров или синематики лучше применять первый или нулевой уровень детализации. Находим волосы нашего второго персонажа. Нам нужно будет найти название этих волос. Я вижу, что это называется Hair S и что-то там. Нужно будет это название запомнить. Так. Закрываем это окно, переходим в настройки Blueprint нашего оригинального персонажа. В Hair мы находим в строке поиска, вводим Hair S и находим волосы со второго персонажа. Так, вот они. Заново нужно будет также пересоздать связь с мешом головы этой прически. То же самое проделаем Create Pending. И эту связку нам надо будет сейчас назначить на голову нашего персонажа. Здесь тоже можно через поиск найти эту связку Hair S. Она будет иметь похожее название. Только в значок берем человечка с плюсиком. Второй. Так, и как мы видим, наши волосы назначились нашему оригинальному персонажу. Сохраняем. Закрываем. И вот наши ушки, все, что мы меняли в блендере, мы теперь видим в Unreal Engine. Можно в секвенсере сделать анимацию персонажа, одеть его, обуть и так далее. То есть проделать дальнейшую кастомизацию персонажа. Это я буду показывать в других своих видео. Также у меня на канале есть другие видео, где я рассказываю о том, как симулировать одежду, создавать обувь на каблуках. Следите за моими видео. Каждую неделю я буду выкладывать. Если было интересно, пожалуйста, нажимайте лайк, подписывайтесь. Всем пока!